Всем привет! Замечательная олимпиадная задача для 9 класса. Даны два квадрата, расположенные указанным образом, с длинами сторон равными 5 и 6. Нужно найти площадь желтого треугольника. И действительно, я буду рассказывать, как бы решал это ученик младших классов. И именно на таком уровне я и буду проводить решения. Покажу вначале два свойства, которые большинству наших зрителей, конечно, известны. Вот посмотрите, что это за свойства. Если взять и внутрь квадратика вписать треугольничек, то какую часть он будет составлять от площади квадрата? Большинство зрителей знает, что ровно половину. А вот как-то объяснить ученику, младших классов. Посмотрите, если провести отрезок к параллельной стороне квадрата, то получится два прямоугольничка слева и справа, и в каждом диагональка разбивает этот прямоугольничек на два равных. Вот, треугольничка, значит, равных по площади. Значит, зеленые площади равны, розовые площади равны. И получается, что на квадратик приходится две зеленых и две розовых площади, а на треугольник одна зеленая и одна розовая. Значит, площадь треугольника будет составлять половина площади квадрата. Все, готово. А как быть в том случае, если у нас треугольнички имеют общую вершину внутри квадратика? Чему равна площадь верхнего и нижнего по отношению к площади квадратика? Оказывается, площадь верхнего и нижнего в сумме, ровно как и левого и правого, снова составляют 1/2 от площади квадрата. И мы объясним это тоже тем же похожим способом. Проведем через вершинку общую два отрезочка параллельные сторонам, тогда получим 4 прямоугольничка, и в каждом из них получится, что вот розовые площади равны, зеленые площади равны, оранжевые площади, апельсиновые равны, и красненькие тоже равны. И тогда весь квадратик состоит из двух треугольничков каждого цвета, а верхний и нижний нас треугольничек содержит по одному треугольнику каждого цвета. Отсюда и следует, что сумма площадей треугольников, значит, верхнего и нижнего, S1 плюс S2, будет равна половине площади всего квадрата. Этого достаточно, чтобы решить нашу задачу. Посмотрите, какая красота. Я проведу отрезок, вот этот, и рассмотрю треугольник. Вот закрашу его. О. Посмотрите, я обозначу площади нашего желтого а нашего розового Б. И вот треугольничек площадью B составляет ровно половину от площади квадратика со стороной 5, то есть малого квадрата. Вот согласно свойству 1, я могу записать, что b – это 1/2 s малого квадрата. Так, а площадь А вместе с площадью b, согласно свойству 2, будут составлять половина площади уже большого квадрата со стороной 6. Я это запишу, что А плюс b, сумма площадей верхнего и нижнего треугольников, это половина площади большого квадрата со стороной 6. Откуда и следует, что площадь желтого треугольника – это половина от разности площадей большего и меньшего квадратов. Дальше все просто, дальше все справятся, это понятно. Я напишу 1/2, площадь квадратика все знают, это квадрат длины его стороны, 6 в квадрате минус 5 в квадрате. И получится у нас, я даже привлеку семиклассников, чтобы формулу разности квадратов для красоты привлечь, и мы получим, посмотрите, 6 минус 5 единичка, тогда у нас площадь численно равна среднему арифметическому длин сторон этих квадратов 5,5. Вот такая получилась красота. Итак, ответ 5,5 квадратных единиц. И в качестве ДЗ я хочу, чтобы вы подумали, как могут соотноситься длины сторон этих квадратов, чтобы они могли образовывать такую конфигурацию. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.